Если вы это читаете, значит, меня уже нет в живых. С таких строк начинается предсмертная записка 18-летнего Дмитрия Стаховского, который покончил вчера жизнь самоубийством, спрыгнув с 16-этажного дома в Уручье. В своей смерти подросток обвинил Следственный комитет, который, по его словам, оказывал на него очень сильное моральное давление. Дело в том, что парень был участником мирных акций протеста и в ноябре даже побывал на Окрестино, после чего на него было заведено уголовное дело об участии в массовых беспорядках 9 и 11 августа 2020 года. Днем 25 мая он побывал на допросе, и, вероятно, именно это спровоцировало подростка на совершение суицида. Однако мнение друзей Димы по поводу произошедшего разделилось. Некоторые в версию самоубийства не верят, а кто-то считает, что ему просто некому было обратиться за помощью, поэтому он не нашел для себя иного выхода. Важно отметить, что Дмитрий Стаховский был сиротой и жил в интернате. Именно сотрудники интерната указали на парня как на участника акции протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела. В свою очередь, сотрудники милиции не упустили возможность поизмываться над Димой и оставляют в интернете с его телефона и от его имени комментарии про БЧБ фашистов и требуют расстрелять Романа Протасевича. Впрочем, в отсутствии каких-либо моральных принципов у силовиков мы никогда не сомневались. Сколько бы ни пытался нелегитимный откреститься от очевидного сходства своего режима с оккупационным времен Второй мировой, выходит это у него из рук вон плохо. Так, на днях сотрудникам ОМОНа и ГУБОПИК вручили медали за отличие в охране общественного порядка. И удивляться тут было бы нечему. Самым верным церберам постоянно прилетают какие-то плюшки от хозяина, но в этом случае примечательно место торжественного вручения. Мероприятие проходило на территории мемориала «Красный берег», посвященного памяти детей, которых замучили в фашистских концлагерях в период с 1941 по 1944 года. Последний раз в этом месте в 1943 году получали награды почетные каратели войск СС. Не исключено, что именно их имел в виду замминистра МВД Юрий Назаренко, когда на вручении орденов Иуды толкал речь о преемственности поколений. Стоит отметить, что медалью за отличие в охране общественного порядка поощряется мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании преступников или ликвидации преступных групп. Видимо, обладатели таких медалек успели героически переловить немало особо опасных злодеев, которые носят БЧБ-носки или зажигают лампады в память о невинно убитых. Напомню, что на сегодняшний день в Беларуси признаны политзаключенными 426 человек. Виноватым в моей смерти прошу считать государство. С таких слов начинается предсмертная записка, которую написала больная лейкозом пенсионерка Людмила Хлусевич, которую будут судить за оскорбление силовика. 65-летняя женщина считает, что может не дожить до суда из-за того, что ее здоровье сильно ухудшилось после многочасовых допросов и так называемых следственных мероприятий. А поводом к этим действиям стал комментарий пенсионерки в сети «Одноклассники» под фото силовика, который пытал людей на Окрестино. Женщина написала, что бешеных собак надо отстреливать. После этого ее вынудили записать покаянное видео с извинениями, уголовное дело не завели. Но радость, что от нее наконец отстали, была преждевременной. Силовики, тщательно мониторящие интернет, отыскали еще один комментарий Людмилы в той же соцсети под фото милиционера из Вилейки, который избивал протестующих. На этот раз пенсионерку стали кошмарить по полной. На нее завели уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти. В свою очередь, женщина объясняет свой поступок тем, что на месте человека, которого избил силовик, мог оказаться ее сын, и она эмоционально переживала творящуюся в стране несправедливость. Людмила убеждена, что с ее здоровьем она не переживет ареста. А если суд назначит ей штраф, то при ее пенсии в 340 рублей ей просто не на что будет жить. Отметим, что статья об оскорблении представителей власти стала одной из самых популярных за последний год. По ней покарали более 600 человек, большинство из которых получили химию. Если при режиме Лукашенко у людей остались какие-то права, то, пожалуй, только крепостные. О том, как белорусов из глубинки превращают в холопов, рассказали подписчики проекта «Прожектор регионов». Житель деревни Таймонова Быховского района сообщил, что в его населенном пункте до сих пор сохранился оброк. Пожилой женщине, живущей на минимальную пенсию, которая составляет чуть более 100 рублей, каждый месяц высчитывают по 80 рублей за капремонт и техническое обслуживание дома в аварийном состоянии. Жилище, переданное колхозом Новобыховский на баланс ЖКХ, без каких-либо комиссий не ремонтировалось уже 35 лет. Но, как это происходит повсеместно в нашей стране, плату за капремонт таких ветхих избушек платить нужно исправно и систематически. В противном случае коммунальные службы начисляют пеню, и дело может дойти даже до выселения. Все это следствие так называемой политики национализации земли, проводимой режимом Лукашенко, которая превратила сотни тысяч людей в челядь, вынужденную платить за право жить в своих же домах.
Евросоюз намерен ввести санкции в отношении финансовых операций Беларуси. Об этом издании Economic Times рассказал глава МИД Германии Хайко Маас. Про экономические санкции заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который считает, что угон самолета и задержание 2 пассажиров совершенно недопустимые. Поэтому Евросоюз начинает обсуждать введение секторальных и экономических санкций. Кроме того, санкции могут быть нацелены на близкие к режиму компании, которые занимаются нефтепродуктами и экспортом калийных удобрений. Матч, посвященный 110-летию белорусского футбола с участием известных европейских футболистов, который должен был пройти на стадионе «Динамо» 5 июня, перенесен на неопределенный срок. Связано это с тем, что многие звезды отказались ехать в Минск после громкого захвата самолета, на котором летел журналист Роман Протасевич. На матч были приглашены такие футболисты, как Кевин Курани из Германии, Томаш Росицкий из Чехии, Звонимир Сольда из Хорватии, Педро Мендеш из Португалии и Эдгарас Янкаускас из Литвы. Правда, не все из них отказываются приезжать в Минск из-за солидарности с задержанным блогером. К примеру, литовец Янкаускас считает, что футбол вне политики и не понимает, почему вдруг он должен отказаться от участия в этом мероприятии. По его мнению, бояться в Минске нечего, ведь там не ловят и не вешают, как в Сомали. Однако люди заваливают футболиста письмами с просьбой отказаться от участия в матче. Напомним, в воскресенье самолет, который летел из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске, после чего с рейса был снят журналист и блогер Роман Протасевич, на которого заведено уголовное дело, о его местонахождении до сих пор ничего не известно. Родители задержанного опасаются, что их сына пытают. Поэтому многие страны признали полеты над Беларусью небезопасными и массово сворачивают все авиасообщения с нашей страной. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!